Этот молодой человек обратился ко мне вот с таким состоянием. В кружочке внизу левом экрана у меня это все описано. Ногти были волнистые, росли неровно. А то, что вы видите на самом видео, это результат уже проделанной мной работы. Давайте вернемся к началу, и пока я тут все спиливаю, снимаю, я вам расскажу, в чем же здесь было дело. Он обратился с жалобой на то, что чем-то очень давно болеет, не знает чем, не понимает, как этот вопрос решать. В общем, попросил помочь, потому что видел, что я занимаюсь такими сложными случаями. И, конечно, благодаря своей насмотренности я сразу смогла понять, что ничем он совсем не болеет. С ним все абсолютно в порядке, но у него есть дурацкая, неприятная, деструктивная привычка подковыривать свои большие пальчики. Он, конечно, сначала шел в отказ и говорил, что такого быть не может, он вообще совсем не ковыряет, но через какое-то время, когда все-таки я за ним понаблюдала и смогла словить этот момент во время разговора, что он стал трогать свои пальцы определенным образом, я им сказала, что как раз именно в этот момент неосознанно и происходит разрушение ногтевой пластины в точке, где эти клетки формируются, то есть в зоне кутикулы. В общем, слава богу, я смогла ему объяснить, но мне предстояло ему еще и доказать, что с его ногтями все-таки все будет хорошо. Поэтому я взяла протезирующий гель и с помощью него заложила все неровности на ногтевой пластине. Конечно же, предварительно ее тщательно зачистила и использовала проверенные материалы. Как видите, здесь после снятия мы наблюдаем еще остатки, то есть дырочка посередине ноготочка, но это ничего страшного, мы сейчас с ней тоже вопрос решим. То, что вы видели в начале видео, там, где был кусочек ногтя такой проваленный, это как раз-таки вмятина, которая отрастает. Естественно, с той стороны она имеет выпуклость, если сверху у нее есть впуклость. В общем, спустя где-то, наверное, 1,5 месяца нашей работы мы увидели, что зона кутикулы уже не такая воспаленная, что с валиком абсолютно все в порядке. И самое главное, что ноготь растет абсолютно ровненький. То есть до этого такого не было. А все дело в том, что я помогла ему понять, что нужно просто не трогать свои ногти. А для того, чтобы ему было чуть-чуть легче, я с помощью протезирующего геля выровняла ему ногтевую пластину, соответственно, избавила его от этого несовершенства и назойливого, навязчивого желания подковыривать ногти. Ну, а на самом деле работа с таким клиентом должна быть комплексной, поэтому таким людям я очень рекомендую обратиться к психологу. И это совсем не значит, что я считаю их какими-то нестабильными или больными, просто действительно работа с психологом официально указано во всех медицинских справочниках при таких нарушениях, потому что это состояние называется навязчивым, соответственно, лечит его у определенных специалистов. Но моя задача, конечно же, порекомендовать, сказать и объяснить настолько, насколько это возможно, что я, собственно говоря, и постаралась сделать. Важно, чтобы мастер маникюра понимал, что работа с таким клиентом, она будет сложнее, она будет глубже, их нужно держать на контроле, просить у них скидывать фото, отчеты и так далее. Но моя работа с этим клиентом уже подходит к концу. На прощание я закладываю ему эту маленькую дырочку, которая осталась и которая совершенно спокойно дальше просто отрастет. И дальше мы все перекроем матовым топом. Ну, я просто считаю, что матовый, он достаточно хорошо подходит мужчинам. Девочкам можно и глянцевым покрыть. Ну и, конечно, дальше держать себя в руках. Ну и работу с психологом, конечно, не стоит откладывать в дальний ящик. Вот такой пальчик у нас получился. Все остальные ноготочки у него в полном порядке. Добавим маслечко и можно отпускать. Теперь пальчик красивый и точно теперь здоровый. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока. И с вами была Алена. До новых встреч.